Ялта. Побережье Крыма. Крым – классный гнездо и московскому курорту. Билеты в кассе номер 5 на Нижней набережной у 8-го причала. Приглашаем всех желающих. Ну а мы и пригласились. Вот наш корабль. Открывается панорамная перспектива на город с воды. Главная достопримечательность города – это город, который окружает Ялту с трех сторон. Море защищает город от холодных северных ветров России. С 2014 года у нас позвонила Россия. Поставленного Севастополя началось строительство силы Севастополя на сути передва союзных исторических учет. Это самое последнее сооружение, построенное в 30-е годы. Только лишь в конце 60-х годов 20 века удалось восстановить конструкцию замка до первоначального. Итак, Ялта. Вернее, Ялтинская набережная. Ялтинская набережная идет от Ленина до Горького. Я, конечно, тут уже прогулялась, но показать-то вам тоже надо. Вот это считается восточная часть Ялтинской набережной. Ну, для нас это будет начало. И пойдем против солнца. В другую сторону, к Максиму Горькому. Там видится маяк первый. Еще раз против солнца покажу. Начало Ялтинской набережной. Там крылышки есть. И такая парковая зона. И дальше идут дома, магазины. Тут целая аллея с пальмами, цветочками и лавочками. Вечером, наверное, это все подсвечивается. Народ гуляет, фланирует. На этой линии очень много исторических всяких домов. И здесь на набережной есть канатная дорога. Именно ее снимали в фильме «Асса». Ну, надо прокатиться. Что ж делать? Билет 500 рублей. Ого! Те самые кабиночки. Посадка в кабинку левой ногой. Погрузка прошла успешно. Еду. В путеводителе написано, что это очень романтичная поездка. Пансионаты, гостинички. Все тут посвящено курортному отдыху. Тут в кабиночке, оказывается, можно присесть.
с видовыми площадками наверху не очень, но можно расценивать это как просто аттракцион. Так, спустились с небес. Тут на набережной цветение. И красивые домики, старинные. Есть торговые ряды. Наверху как раз вот эта столовая по-домашнему. Народу прибавилось. Фланируют, ходят. Это тоже старинный дом. Здесь всегда что-то продавали. И сейчас здесь самые дорогие бутики в Ялте. А наверху отель. И всегда был отель. Названия только менялись. А может и не менялись, не знаю. Часовня построена на смерть Александра III, который умер в Ялте. Ну все, уже музыка. А напротив пляж. Небольшой такой городской. Морем пахнет. На эту набережную уже упала тень. Вышли музыканты. А здесь дама с собачкой и Чехов. А за ними вилла София. Тоже старинное здание. Его в свое время выкупила София Ротару и отреставрировала. Сейчас пока стоит, пустует. А это старинное такое судно. Всегда было рестораном. Ну, называлось тематически, а сейчас называется «Апельсин». А здесь неработающий пока фонтан и жар-птица. Здесь проходит множество всяких фестивалей. Здесь прям ставят сцену около этой жар-птицы. Где-то здесь есть аллея звезд. Вот и звезды. Не особо известный. Вот Николай Басков, Александр Великов, Вадим Долганов, Александр Михайлов. Ну, я таких звезд не знаю. А павлин красивый. Тоже дом красивый. Но самое главное, конечно, это вот пальмы, растения. Это самое главное украшение. И море. Вот памятник Краснову. Он очень много сделал для Ялты. Архитектор. Ну, потом уехал в эмиграцию. Памятник поставили в 2014 году. Вот такие аллейки. Несколько ярусов набережной. А это платан Исидоры Дункан. Она здесь встречалась с Есениным. То есть место встречи было. И поэтому его так и назвали. Вот еще одна часть набережной. Уже темнеет. Здесь старинный отель Арианда. Он и сейчас отель.
И ей же принадлежит вот этот парусник. Испаньола он называется. Тут сейчас ресторан. А вообще этот парусник использовали в съемках фильма «Дети капитана Гранта». Потому что здесь Ялтинская киностудия. Это тоже небольшой пляж. И море. Здесь уже двойная набережная, пляж. И такая уже современная. С прозрачными ограждениями. И ресторанчики. Вот тут только нет и магазинчики, и кафешки. Как раз дошли до конца набережной. И стоит Максим Горький. А здесь такая площадочка. Обзорная, не обзорная. Ну вот. Клумбочки. Лавочки. А может, это пляж. Может, здесь летом шезлонги стоят. Слышите? Море. Вот Максим Горький смотрит на Приморский бульвар. Еще есть такой променад, пешеходная улица. Пушкинская, что ли. Ну, тоже тут и магазины, и кафе, и кофейни, и лавочки, и пальмы. Это вода льется где-то. Ну-ка. А, это река. И не скажу какая, но она впадает в Черное море. И где-то там на этой реке есть водопад. Приятная такая улочка, прогулочная. Думаю, это все-таки Пушкинская улица, потому что вот он сам здесь. Пушкин. На фоне цветущей вишни или абрикоса. А напротив вот такая беседка. Может, и старинная. Мостик есть. Вообще поток такой. Но русло почистили после наводнения. Вот какое-то советское классическое здание. В Ялте есть и кирха. Причем какая-то старинная. Окружение пальм. Мадре. Сагру. Ну, наверное, Божьей Матери, я так думаю. На Пушкинской улице есть еще памятник Ханжонкину. Вот он сидит на лавочке. Я его не заметила. Создатель российской киноиндустрии. Вот так. Я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем. Сесть такси на стоянке, которой уютнее нет, и чуть-чуть тормознуться на улице зодчего России. В ожидании блеск, мелькнувший вдали поля. Уже зажигаются огонечки. Надо бы попить кофе с чем-нибудь вкусненьким. Ой, что-то я засиделась. Пора возвращаться обратно в свой Узбекистан. Красиво вечером тоже.
Фаер-шоу продолжается. Жар-птица тоже в подсветке. И деревья. А на платане висят шары. Ну что, Ялта, посмотрела набережную, познакомился. А ведь тут есть еще и музеи. Смотреть, не пересмотреть. И есть море. Надо возвращаться.